Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как вы в своем окружении можете распознать завистников, недоброжелателей. Вы знаете о том, что такие люди, они очень опасны для нашей жизни. Почему? Потому что они завидуют, они злятся, они отправляют прокляны и так далее, и так далее. И рано или поздно это приводит к печальным последствиям. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, будет очень много полезной, важной и нужной информации. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите денежный успех, и Вселенная это обязательно приумножит в вашей жизни. Друзья, всех хотим поблагодарить, кто отправляет нам донаты, девочки и мальчики, нам очень-очень приятно и благодарим вас за это. Итак, друзья, зависть – это очень плохое чувство, и мы все слышали об этом с самого детства. Но правда в том, что есть люди, которые не могут контролировать этот негативный энергетический посыл. В основном это люди со слабой энергетикой, которые таким образом стараются оправдать свои неудачи и невысокие достижения целей. Такие люди порой способны даже сглазить, сами того не подозревая, и делают это не всегда со зла. Поэтому сглаз, который идет от таких людей, не такой опасный для здоровья и жизни, как тот, который отправлен целенаправленно. Есть люди, которые завидуют и не желают ничего менять. Им нравится такой стиль их жизни. Им легче кого-то в чем-то обвинять, порой даже ненавидеть, но они не желают ничего менять, ничего исправлять. Они излучают очень сильный негатив и винят всех вокруг себя в том, что те живут лучше, выглядят красивее, зарабатывают больше, создают крепкие семьи, но проблема совсем не в окружающих людях, а в завистниках самих, так как тот негатив, который от них излучается, отталкивает все хорошее, светлое, а то, что притягивается в их жизнь, совсем не положительное. Соответственно, и события не такие, которые им бы хотелось. Такие люди не понимают и то, что негативом, который они излучают, способны приносить вред не только окружающим, но и самим себе. Так как негатив постоянно притягивает негатив, соответственно, его количество все время приумножается и выталкивает все светлые и положительные энергии, которые ранее присутствовали у данного человека. Перекрываются каналы для их поступления через время и вовсе. Биополе данного человека начинает разрушаться, он ощущает себя слабым, и для того, чтобы это ощущение прошло, он начинает обращаться за помощью к негативным энергиям, которые должны его подпитывать. А если негатив уже начал разрушать данного человека, то и к злым сущностям, которые, придя в жизнь данного человека, могут делать изначально его сильнее. Ему может казаться, что его жизнь даже изменилась, но очень скоро все прояснится и окажется совсем не таким, просто злая сущность, пока у этого человека есть жизненные силы, будет его подпитывать. Он будет совершать негативные поступки, разочаровывая, расстраивая людей, которые будут встречаться на его жизненном пути. В такой момент прицепившаяся к этому человеку сущность будет подпитываться и их энергиями, становясь сильнее и сильнее, что в результате приведет к тому, что она полностью отберет у завистливого человека его силы, когда он переступит через черту невозврата. В данном случае сильно заболеет, совершит поступок, из-за которого от него могут отвернуться абсолютно все люди, даже самые близкие, будут за это наказан или же с ним произойдет несчастный случай. В особом случае, когда сущность станет очень крепкой, а данному человеку будет нравиться совершать плохие и негативные поступки, которые обижают людей, такой человек может закончить жизнь самоубийством. Если вдруг вам присуще чувство зависти, и вы это знаете, срочно избавляйтесь от него. Сегодня вы можете позавидовать купленным сотрудницей туфельками, а завтра позавидуете отношениям, которые люди создают со своими близкими, затем жилью, которое у них есть, и жизни, которую хотели бы иметь. Но в этой жизни живет кто-то другой, а вы всячески стараетесь этому подражать.
Все это будет усугублять то состояние, в котором вы находитесь, и вы никогда не сможете изменить то, что вас по какой-то причине не устраивает. Поэтому, если где-то чем-то вы расстроены, хотите что-то изменить, то подумайте, как вы можете это сделать, что для этого нужно, даже если придется приложить немало усилий, результат будет этого стоить. А пойдя по неверному пути, сил вернуться на нужный у вас может и вовсе не хватить. Зависть еще никому ничего хорошего в жизнь не принесла. Это разрушение. Иногда медленное, иногда более быстрое, но результат всегда такой. Если вы осознали и желаете, чтобы ее не было в вашей жизни, тогда вам нужно провести следующую практику. Купите церковную свечу. Затем дома откройте окно, обойдите данной свечой по периметру своего тела и при этом проговаривайте такие слова: «Зависть и чувства в свою жизнь не принимаю, ее испытывать не желаю, пусть меня покидает и все это убывает из моей жизни». Затем перекреститесь свечой трижды, посмотрите на пламя огня сосредоточенно и представьте, что вы сильнее этого всего, выше, что впредь идете только своей дорогой, что вам более не интересно то, что происходит в жизни других людей, что вы независтливы, что вместо этого вы ощущаете добро, взаимопонимание, уважение с окружающими и к ним, что вам нужно только ваше и что вы не желаете иметь то, что есть у кого-то. Вы мудры, вы умны, вы сильны. Когда вы закончите, вы сразу ощутите радость, легкость, спокойствие. В этот момент развернитесь к окну спиной, сделайте на уровне груди 3 круга по часовой стрелке, проговаривая такие слова: «Все, о чем мечтала, все, что осознала, привлекаю, в жизнь свою впускаю, новый этап без разрушительного чувства начинаю». Как только вы проделаете это, тушите свечу и выбрасывайте ее в окно через левое плечо. Это очень простой действенный ритуал, который вы ощутите на себе буквально сразу. Вас начнет волновать то, что вы имеете. Вы начнете задумываться, почему у вас есть столько, а не больше. Почему что-то не устраивает, и вы ранее ничего не делали. Появится очень много вопросов, на которые вам нужно не спеша давать ответы, и именно они будут вести вас той дорогой правильной, которую вы выбрали. Соответственно, на вашем пути будет что-то новое, о чем ранее вы и подумать, скорее всего, не могли. Откроются новые двери, которые ранее вы считали для себя закрытыми. Вы удивитесь, как это все было легко. Получить прекрасную, разнообразную жизнь стоило только захотеть и начать идти в правильном для вас направлении. К сожалению, очень часто в нашей жизни нас окружают такие же люди, которых мы считаем близкими, родными, и поэтому зависть, которую мы не всегда распознаем, она, находясь возле нас, способна оказывать на нас негативное влияние. Как же быстро вам распознать завистливого человека, а также как правильно выставить защиту от зависти? Вы знаете, завистникам нравится, когда их жалеют. Они часто любят делать из себя жертву каких-то событий, обстоятельств. Им не так важна ситуация, в которую они попали или в которой находятся. Как-то, что им нужно во время того, как человек будет их жалеть, открывать свое биополе, и тем самым они будут отбирать светлые энергии, которые им нужны. Завистливый человек, когда вы начнете его жалеть, будет говорить, что все наладится, что все будет хорошо. Это просто этап такой, и его нужно переживать. Будут вам на это отвечать, что это у вас бывают этапы, а у него вся жизнь такая, что ничего никогда у него не наладится, не станет лучше. Что все, что он не делает, у него получается не так, как у других людей. Но правда в том, что данный человек практически никогда ничего не делает, а просто создает видимость, чтобы его не могли обвинить в том, что он стоит на одном месте и, конечно же, отдать должное. Делает это он очень профессионально, видя места у каждого человека, где можно зацепить, поднажать, и результат желанный обязательно будет. Когда у вас что-то происходит хорошее, положительное, такой человек будет стараться вам подчеркнуть, что в этом нет ничего такого. Ну, вот, мол, подумаешь, не вы первая такая, не вы последняя, что много людей имеют больше и способны делать что-то лучше, чем вы.
А увидев, что вам это неприятно, еще больше начнут расписывать различные детали, придумывая случаи из жизни, пока не добьются того, что у вас уйдет чувство радости, и вы не будете уже на самом деле считать, что чего-то добились и что-то сделали лучше других, или же, возможно, так, как того мечтали. Завистник и на любое ваше достижение будет указывать вам на то, что у него все лучше, что может он лучше, что так бы он не сказал, не сделал, что вы допустили ошибку. Но это будет только создание видимости их значимости, так как на самом деле у них все совсем не так, как они стараются это преподнести, делают они все гораздо хуже, чем вы. Поэтому в данном случае их съедает чувство зависти, и они стараются таким образом это спрятать, стараясь ваши достоинства выдать за недостатки. Если кто-то в такой момент похвалит вас со стороны, завистливый человек через некоторое время вам скажет: ну подумаешь, было бы за что хвалить. Или я, когда достигаю таких успехов, то у меня их все же воспринимают как должное. Это же нужно так уметь располагать людей к себе. И так далее, и так далее. И в этих словах вы будете чувствовать всегда упрек. Порой, если возле человека, который излучает зависть, будет сущность, то может быть даже ненависть. Если будет присуща ненависть, то завистливый человек может не понимать, почему он ненавидит данного человека, но это чувство будет переполнять его полностью и оказывать негативное влияние на жизнь в целом. С таким человеком никогда не получится наладить отношения, даже если вы будете прикладывать максимум усилий. Ничего хорошего общение с таким человеком не способно принести. Если тому, кому завидует определенный человек, в чем-то не повезет, завистник будет этому очень рад. Настолько сильно, что даже не сможет контролировать свои эмоции. Если даже этот человек будет стоять возле вас с грустным лицом, глядя ему в глаза, можно будет увидеть и осознать, что же у него на самом деле творится в душе. Можно часто услышать и такие выражения, что так и надо, может это научит уже не бежать вперед и стоять только на своем месте. Или этого и следовало ожидать, и так далее, и так далее. Все, что будет неприятно происходить в вашей жизни, начиная от маленьких неудач и заканчивая крупными, будет радовать того, кто вам завидует, делать его счастливее и даже радостней. Такие люди часто живут по принципу: чем хуже у других, тем лучше у них. Но дело в том, что у них всегда все плохо, но когда у кого-то что-то получается хуже, чем у них, играет их самооценка, и они радуются от того, что хоть мимолетно чувствуют свое превосходство, каким это кажется. Хотя если посмотреть на возникшую ситуацию со стороны, то это тоже не так, как человек, который что-то сделал, допустил ошибку. А это опыт. А если человек ничего не делает, это лень. В первом случае данный человек пойдет далее, а вот во втором случае так и останется стоять на одном и том же месте. Завистливые люди не желают налаживать контакт с денежной энергией. Они только то и делают, что отправляют посыл во Вселенную, что денег у них не будет, как у кого-то, что купить они себе ничего не смогут, что жизнь их не так разнообразна, как снова-таки у кого-то из их окружения. Все это притягивает к ним с большой скоростью то, что они желают, так как мысли материальны, и забывать об этом точно не стоит. Каждый человек имеет столько денег, сколько готов принимать в свою жизнь, и столько, сколько он готов работать для желаемого результата. Это очень непростой путь, поэтому идут по ним только самые сильные. Ну, а чтобы защититься от завистливых людей, нужно провести один ритуал. Для этого подойдет любой день недели и время. Итак, вам понадобится 4 щепотки соли, а также 4 тоненькие восковые свечи и 4 веточки розмарина. На полу из щепоток соли сделайте квадрат. Затем напротив щепоток установите свечи, зайдите вовнутрь, после чего поджигаем свечи, при этом проговаривайте такие слова: когда свечи догорят, я энергетическую защиту из огня получу, она меня защитит, от завистливых людей оградит. Когда свечи догорят, огарки нужно выкинуть. Затем встаньте в каждый угол квадрата из соли босыми ногами, при этом проговаривая такие слова: посылы зависти ко мне не пройдут, моя жизнь стабильна, защищена, соль все зло привлечет, вберет, меня от него убережет, защиту пробить сможет только тот, кто квадрат воедино соберет.
Когда закончите, соль нужно будет высыпать на улице в 4 разных местах. Последним этапом окурите себя розмарином, проговаривая такие слова. Энергетика сильна моя, очищена, каналы только светлой энергии привлекают, в мою жизнь их впускают. С каждым днем в лучшую сторону меняют, завистников позади оставляют. После того, как проговорите данные слова, затушите их и вынесите на улицу. Выбросите на природе, но так, чтобы никто по ним не ходил и не нашел. После того, как вы проделаете этот ритуал, вы будете под сильной защитой, и завистники не смогут причинить вам вред. А ощущая, что они ничего не могут вам сделать, будут терять интерес и находить другие объекты для своего внимания. Если даже вы пока не видите завистников в своей жизни, не думайте, что их нет. Просто пока они не проявляли себя, а вы их не распознали. Общение с завистниками лучше избегать, но, к сожалению, не всегда так получается, поэтому стоит научиться их распознавать, чтобы уметь им противостоять, и, конечно же, лучше заранее выставлять защиту, чтобы потом не пришлось принимать ненужные посылы негатива в свою жизнь и исправлять последствия этого негатива, который уже придет и окажет неблагоприятное влияние на вас. Девочки и мальчики, обязательно используйте эту информацию себе во благо. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, не поставили. Также в комментариях напишите слово «успех», пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами буквально в следующем видео.